На пружинных весах подвешен груз в 140 ньютонов. Какой вес покажут они, если двигать их вертикально с ускорением 28 см за секунду в квадрате? Если двигать вниз с тем же ускорением? Если двигать вверх и вниз с ускорением 490 см за секунду в квадрате? Какой вес покажут весы, если они вместе с подвешенным грузом будут свободно падать вниз? Груз весом 140 ньютонов. С ускорением А равно 28 сантиметров за секунду в квадрате они сначала поднимаются вверх вместе с грузом, а затем с таким точным ускорением опускаются. А потом второе ускорение. Это 490 сантиметров за секунду в квадрате. Та же процедура: сначала поднимают этот груз с таким ускорением, а затем опускают. Нужно показать, какие будут показатели этих пружинных весов при этих операциях. Последняя операция, когда пружинные весы вместе с грузом падают свободно вниз. Так у нас будет много показателей. Давайте рассмотрим сейчас всю эту картину. В первую очередь нарисуем пружинку. Это пружинные весы, вес груза P 140 ньютонов. Когда все это находится в равновесии, весы показывают ровно 140 ньютонов, практически показывают вес этого груза. Реально пружинные весы растянуты на 140 ньютонов. Сила удерживания, я ее нарисую рядом, она будет равна весу этого груза, если все это находится без движения. Теперь, если поднимать этот груз вверх с этим ускорением, для этого нужна сила, для того, чтобы получить ускорение. Второй закон Ньютона говорит о том, что для того, чтобы было ускорение, надо, чтобы телу было приложена сила. Откуда здесь берется сила? Сила, раз они поднимаются вверх, значит, сила берется от натяжения пружинки. Пружинные весы будут показывать больший вес, конечно. На какой вес? Какой вес? Он будет больше показывать силу на ту часть, которая обеспечит вот именно вот это ускорение, когда движется вверх. Когда пишем так, T равно P, когда происходит все без движения. Теперь, если двигаем вверх, мы говорим о том, что натяжение пружинных весов должно быть больше. Естественно, они больше показывают. А что действует против этого натяжения? А против этого натяжения действует сила вес. Мы можем написать такое уравнение, что T минус P будет равно масса этого груза, что множится на ускорение. Разница этих двух сил F даст нам что? Даст нам массу умножить на ускорение. Можем сейчас посмотреть, какой будет показатель этих пружинных весов, если они двигают этот груз вверх с ускорением 28 сантиметров за секунду в квадрате. Из этой же самой формулы пишем. Первое. Это будет вверх. T минус P равно ma. Отсюда T равно P. Переносим эту сторону. Прибавить ma. Мы знаем о том, что вес связан с ускорением земного тяготения mg. Отсюда можно найти массу. Будет равна весу, деленное на ускорение на g. Подставляем значение, получаем T равно вместо P оставляем P плюс масса P делить на g, что множится на a. Выносим P за скобки. Здесь будет единичка плюс a, что делится на g. Посмотрим, какие будут размерности. Здесь метры за секунду в квадрате. Здесь сантиметры за секунду в квадрате. Но мы переведем их в метры за секунду в квадрате. Размерности у нас сократятся. Это будет просто число, отношение числа. Здесь число, а здесь ньютоны. Получается нормальная ситуация. Можем посчитать, что T равно 140 ньютонов, что множится на, раскроем скобки, единичка плюс 0,28. Перевели в метры, метры за секунду в квадрате, и делим на 9,8 метры за секунду в квадрате. Размерности сокращаются, тут просто будет число. Будет равно приблизительно, округлим там 144 ньютона. Для того, чтобы двигать этот груз вверх с ускорением 28 см за секунду в квадрате, покажут вес 144 ньютона. Теперь будем двигать вниз. Если двигаем вниз, получается, что в данном случае с ускорением, когда идет вниз, здесь будет приоритет играть роль веса. Сила будет поддерживать. Поэтому разница между весом и силой натяжения пружинных весов даст нам эту силу, которая будет двигать вниз этот груз с ускорением. Эта ситуация получается наоборот. P и T меняются местами. Итак, P минус T будет равно M умножить на A. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Чему будет равно T? Переносим MA сюда. Здесь будет P минус MA равно T. Вместо M опять же подставляем эти значения, которые у нас есть. Можем написать это. Перевернем этих местами, чтобы было удобнее считать. Обычно искомую величину пишут с левой стороны, хотя в принципе это без разницы. Здесь будет P минус P делить на G умножить на A. Выносим за скобки P, получаем P, что множится на единичка минус A деленное на G. Видите, ситуация с точностью наоборот. В данном случае здесь у нас было плюс, когда мы вверх шли, вес больше. А здесь T логически показывает, что будет меньше. Итак, подставляем эти значения, получаем T равно 140 ньютонов, что множится на единичку минус вот это значение маленькое 0,028 и 6 там можно написать. Вот это слагаемое такое же точно, как и здесь. Считаю, приблизительно будет равно 136 ньютонов. Когда груз движется вниз вместе с весами, вот с этим ускорением они будут, естественно, показывать меньший вес. Так он весит 140 ньютонов, когда мы говорим о том, что
когда все неподвижно. Так оно показывает меньше. Теперь у нас меняется ускорение. Ускорение будет другое, А2 490 сантиметров за секунду в квадрате. Реально для этого же ускорения наши теоретические изыскания будут абсолютно одинаковы. Можем сказать о том, что когда тело движется вверх, сразу мы можем написать вот это вот выражение, потому что разница будет только в величине ускорения в этой формуле. Все остальное у нас одинаково. Итак, пишем вверх. А равно 490 сантиметров за секунду в квадрате. Или сразу можем написать, что это будет 4,9 метра за секунду в квадрате. Т равно. Используем сразу вот эту формулу. P, что множится на единичка, плюс А, деленное на G. Равно 140 ньютонов множится на единицу, плюс здесь 4,9 ньютона метра за секунду в квадрате, делить на 9,8 метров за секунду в квадрате. Это по стандарту сократилось, а тут сразу видно будет 0,5. 140 умножить на 0,5, сразу получаем 210 ньютонов. Это когда вверх, тяжелее будет и сам. Когда вниз, с тем же ускорением. Сразу будем использовать вот эту формулу. Вниз она абсолютно одинаковая по нашим рассуждениям, а будет только другое. Итак, будет Т равно P. Здесь будет единичка минус А, деленное на G. Тут уже даже подставлять не надо. Сразу видно, это 0,5. Получается 140 ньютонов множится на единицу минус 0,5. Итого получается 0,570 ньютонов. Теперь последнее. Когда тело падает вниз вместе с весами, свободно падает, в таком случае на и веса, и тело не действует ускорение никакое. В данном случае весы будут показывать 0. Они находятся в состоянии невесомости, можно сказать, когда идет падение вниз под действием ускорения земного тяготения. Они показывают 0. Потому что если падают вниз, будет Т равно P, а P равно в данном случае 0, и Т будет тоже показывать 0. В свободном падении показатель равен 0. Это даже видно из вот этой формулы. Посмотрите внимательно. Если у нас свободное падение, значит, они оба падают с каким ускорением? С ускорением G. Так ведь? С ускорением G падают весы и груз. Если вместо этого А поставить G, сюда же, у нас же здесь будет единичка. Единичка минус единичка 0 умножить на P будет равно 0. Т у нас будет показывать просто 0. Математически вот это выглядит таким образом. Они падают оба одинаковые с ускорением свободного падения, поэтому здесь будет в этом выражении единица. Единица на минус единица 0, P на 0 и получаем значение 0.